Приветствую вас, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на официальный канал лекций для сна, в пространство, где сны становятся знаниями, а тот самый голос ведет вас сквозь тишину ночи. Сегодня мы приоткроем завесу тайны, которая до сих пор не дает покоя археологам, историкам и искателям мистического. Цивилизация, исчезнувшая в сердце джунглей, без войны, без катастроф, будто растворилась во времени. Мы поговорим о народе, который пользовался числом 0 задолго до Европы. О тех, кто возводил города без железа и колеса. О календарях, чья точность и поныне ставит в тупик ученых. Это майя. И все, что мы думаем о них, может оказаться лишь тенью подлинной истории. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, поддержите нас теплым в комментариях, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Спасибо, что вы с нами. Спокойной ночи, мои дорогие друзья, и мы начинаем. История цивилизации майя охватывает более 3000 лет, и ученые условно делят ее на 3 периода – ранний, классический и постклассический. Эти границы не абсолютны, но они помогают понять, как из небольших поселений возникли могущественные города, как достигли расцвета науки, искусства и религии, а затем пережили кризис и упадок. Сегодня мы обратимся к самому началу, к эпохе, когда майя только начинали свой путь, формируя культуру, которая впоследствии поразит мир своими достижениями. Первые поселения майя появляются примерно за 2000 лет до нашей эры. Это были небольшие деревни, разбросанные среди густых джунглей. В отличие от кочевых племен, их обитатели уже вели оседлый образ жизни, занимались земледелием, выращивая маис, фасоль, тыкву, перец чили и какао. Археологические находки указывают, что уже тогда у них были сложные системы ирригации, что позволяло поддерживать урожайность даже в засушливые периоды. Маис, или знакомая нам всем кукуруза, играл в жизни майя центральную роль не только как источник питания, но и как важный религиозный символ. Согласно мифам, именно из теста маиса боги создали первых людей, наделив их разумом и душой. Однако культура майя не возникла в изоляции. В этот же период на побережье Мексиканского залива существовала цивилизация ольмеков, и ее влияние на ранних майя было огромным. Ольмеки стали первыми в Мезоамерике, кто разработал систему письменности, создал календарь и сформировал сложные религиозные культы. Археологические исследования показывают, что майя переняли и развили многие из этих достижений. В частности, система счета, основанная на 20-ричной системе и использовании числа 0, появилась именно под влиянием ольмеков. Они же передали майя представления о календарных циклах и ритуальных практиках, включая культ пернатого змея, божества, которое позже превратится в Кукулькана. Но майя не просто копировали знания своих предшественников, они усовершенствовали их, создав самую точную в древнем мире календарную систему и одну из наиболее сложных систем письма. Примерно за 1000 лет до нашей эры майя начинают строить первые города. Один из древнейших археологических центров, относящихся к этому периоду, Нагбе, расположенный в современной Гватемале. Здесь археологи обнаружили каменные платформы и первые пирамидальные сооружения, что говорит о развитии архитектуры и появлении сложной социальной структуры. В этот же период появляется класс жрецов, которые не только проводили религиозные ритуалы, но и занимались астрономическими наблюдениями, математическими расчетами и управлением общинами.
Уже тогда они использовали первые иероглифические записи, предвещая расцвет письменности в классический период. Со временем поселения начали разрастаться, а вместе с ними нарастала необходимость в централизованной власти. Вожди превращались в полноправных правителей, власть которых передавалась по наследству. Начинается формирование династий, которые будут править городами-государствами майя на протяжении последующих веков. Власть таких правителей опиралась не только на военную силу, но и на религиозное влияние. Они считались связующим звеном между миром людей и богами. В этот же период начинают формироваться первые союзы между городами, а вместе с ними и первые конфликты. Археологические находки свидетельствуют о следах сражений, укреплениях вокруг поселений и появлении символики, связанной с военным делом. Но несмотря на все это, ранний период майя – это время становления, время накопления знаний, адаптации заимствованных традиций и поиска собственного пути. Мы вступаем в классический период цивилизации майя, время, когда древние поселения превратились в великие города-государства, храмы устремились к небу, а наука и искусство достигли невероятных высот. Это был золотой век майя, эпоха правителей, чьи имена высекались на камне, эпоха достижений во многих областях. Но вместе с тем это было время войн, интриг и борьбы за власть, когда города поднимались, расширяли свое влияние и сталкивались в ожесточенных конфликтах. Каждый великий город майя был особенным, у каждого была своя идентичность, своя роль в истории. Они отличались архитектурой, политическими амбициями и даже стилем ведения войны. Тикаль – это легенда среди городов майя. Могущественный город Ягуар, расположенный в джунглях Гватемалы, стал центром политического влияния и одним из главных военных бастионов эпохи. Он возвышался над окружающей местностью, его пирамиды устремлялись ввысь, а его правители претендовали на контроль над всей цивилизацией. Главный храм, возвышающийся среди руин Тикаля, назывался храмом Великого Ягуара. Ягуар был символом власти, ночи и загробного мира. В мифологии майя он был связан с богом подземного мира и считался покровителем воинов и царей. Храм Великого Ягуара был усыпальницей Хасавчан-Кавили I, могущественного правителя Тикаля, который стремился укрепить свое влияние через военные завоевания. Ягуар символизировал хищную силу, а сам правитель представлялся как воплощение этого зверя. Стены храма украшены изображениями царя, сидящего на троне из шкуры ягуара, а внутренние гробницы наполнены артефактами, символизирующими власть и победу. Тикаль был также и центром военных кампаний. Его армии были сильны, его союзники многочисленны, а его враги должны были опасаться его когтей. Но если Тикаль был ягуаром, то Калакмуль был змеей. Этот город, расположенный на территории современной Мексики, был главным политическим соперником Тикаля. Его правители носили титул «Божественный змей», а символом города было изображение гигантской змеи, охватывающей землю. Змея в культуре майя была символом мудрости, хитрости и власти над жизнью и смертью. В отличие от Тикаля, который строил свою империю на войнах, Калакмуль был центром политических интриг. Он создавал сети союзов, плел заговоры и медленно ослаблял своего соперника. В течение 2 веков Калакмуль собирал коалицию городов, стремясь уничтожить Тикаль. Несколько раз он побеждал, ослабляя военное могущество врага, но в VII веке Тикаль, собрав силы, разгромил Калакмуль и вернул себе главенство. Эта война стала одной из самых продолжительных
и разрушительных в истории майя. Она привела к краху целых династий, к разрушению десятков городов и ослаблению всей цивилизации. В то время как Тикаль и Калакмуль вели войны за господство, Капан и Паленке стали центрами науки, искусства и инженерии. В Капане была создана уникальная система письменности, а правители этого города стремились оставить след в истории через каменные записи, высеченные на ступенях храмов и дворцов. Паленке, в свою очередь, превратился в жемчужину архитектуры. Здесь находился храм надписей, в котором был похоронен великий Пакаль, правитель, чей саркофаг и маска из нефрита стали одними из самых ценных археологических находок XX века. Война для майя была чем-то большим, чем просто битва за землю или власть. Это был ритуал, акт священной связи между людьми и богами, возможность доказать свою доблесть и укрепить власть правителей. Воин был посредником между этим миром и Шибальбой, подземным царством мертвых. С ранних лет мальчиков готовили к тому, что они должны стать воинами. Им рассказывали, что настоящая сила мужчины заключается в его способности сражаться, брать пленников и приносить их в жертву богам. Тот, кто добивался успеха в битвах, получал славу и уважение, высокое положение в обществе и возможность вступить в ряды элиты. Чем больше пленников приводил воин после битвы, тем выше становился его статус. Майя не просто собирали людей в армию, их бойцы проходили строгий отбор. Воинами могли стать только те, кто был готов посвятить жизнь охоте за пленниками, бесстрашно сражаться за своего правителя и умирать во имя богов. Профессиональных солдат называли хальканами. Это воины, которые прошли суровое обучение. Они умели метко стрелять из лука, метать копья, владеть клинками и оставаться невидимыми в джунглях. В свою очередь алахуины – это элита знати, потомственные воины, которые командовали отрядами и сражались в первых рядах. Они носили лучшие доспехи, обладали личными отрядами и могли бросить вызов врагу в поединке 1 на 1. Высший командующий назывался наком. Это стратег и тактик, который руководил всей армией. Он разрабатывал планы сражений, подбирал цели для завоеваний и нес ответственность за успех или поражение. Ну и, наконец, Ахавкак, сам правитель, который часто лично вел войска в бой. Он был воплощением бога войны, чье присутствие на поле боя вело к победе. Но среди всех этих бойцов особое место занимали элитные воины. Они выделялись среди солдат и считались посланниками богов и воплощениями древних сил. Воины-ягуары носили шкуры хищника, а их движения были быстры и беззвучны. Они нападали внезапно, разрывали строй врага, похищали командиров и исчезали в ночи. Их метод боя был подобен охоте в дикой природе: скрытность, терпение, внезапная атака. Их лица были покрыты краской, черные полосы выделялись на коже, глаза светились в лунном свете. Их шаги были бесшумны, а атаки молниеносны. Они не сражались, они охотились. Прежде чем обрушиться на жертву, они выли, рычали, имитировали крик ягуара. Этот звериный рев пронизывал сердца врагов, лишая их воли к сопротивлению. Когда они нападали, удары были точными и быстрыми. Их оружие, макауитль, деревянный меч с обсидиановыми лезвиями, разрывал плоть, как когти настоящего ягуара. Они не убивали сразу. Они выбивали оружие, ломали кости, но оставляли жертву живой, потому что ее кровь должна была быть принесена в жертву на вершине пирамиды. Ночь была их союзником. В битве они исчезали и появлялись как тени, прячась в джунглях,
окружая врагов. Они знали, когда ждать, а когда нанести удар. Если ягуары властвовали в темноте, то воины-змеи управляли самой стратегией войны. Они не нападали первыми, они проникали в города врагов, сея хаос. Они появлялись среди жителей, шептали слова о предательстве, подкупали охранников, открывали ворота, когда их армии уже были на подходе. Они не сражались, если могли выиграть битву без боя. Они носили змеиную кожу, золотые амулеты в виде змей, их тела были покрыты татуировками, напоминающими свернувшихся гадюк. Покровителем воинов был сам Кукулькан, пернатый змей, бог мудрости и разрушительной силы. Любимым оружием у змей были копья с ядовитыми наконечниками. Они отравляли воду, незаметно подкрадывались к вражеским воинам и наносили быстрые, точные удары в горло или печень. Когда мрак ночи исчезал, в бой шли воины-орлы. Они были громом, бурей, яростью самого солнца. Они не прятались, не ждали, не думали. Они сносили врага мощью и быстротой. Их доспехи были украшены перьями орлов, а лица разукрашены золотом и красными узорами, символизирующими жар солнца и кровь врагов. Они поднимали руки, имитируя полет, и их боевые кличи были слышны за многие мили. Орлы всегда атаковали первыми, разрывая ряды врагов и используя различные виды оружия, такие как метательные дротики, копья и большие мечи. Они били сверху вниз, ломая сопротивление мощью одного удара. И если битва затягивалась, если противник все еще держался, на помощь приходили воины-ягуары и змеи. Тогда уже никто не мог спастись. Майя не знали массовых боев на равнинах, их поле битвы – это джунгли, горы, города, окруженные стенами. Они не шли лоб в лоб, они исчезали и появлялись там, где их не ждали. Захват воды был их любимой стратегией. Город может держаться годами, если у него есть еда. Но без воды он падет через несколько дней. Они блокировали источники, отравляли реки и перерезали пути снабжения. Они также использовали страх. Издавали перед боем звериные крики, показывали черепа принесенных в жертву врагов, устраивали ложные атаки, чтобы сломить дух противника. Битвы были спектаклем, который всегда шел по задуманному сценарию. Они ломали врага прежде, чем он мог понять, что происходит. Но что случалось с теми, кто выжил и попал в плен? Они становились жертвами, подношением богам. Пленных вели через улицы городов, показывая народу, и в конце пути их ждали жрецы. На вершинах пирамид их сердца вырезались из груди, их кровь растекалась по камням, питая богов. Но не всегда пленных сразу приносили в жертву. Их какое-то время могли использовать в качестве рабов. Но если пленник был важным, например, правителем или великим воином, его могли оставить в живых. Ему брили голову, заставляли носить одежду пленника и служить новому повелителю. В IX веке города-государства майя начали угасать. Это не был резкий крах или катастрофа, случившаяся за одну ночь, а долгий, болезненный процесс, когда люди уходили из некогда могучих центров один за другим, оставляя улицы безлюдными, а храмы пустыми. Но этот конец был лишь началом новой эпохи. Юг, некогда цветущий и мощный, погрузился в темноту, но на севере Юкатана, под палящим солнцем, рождался новый мир. Города, веками соперничавшие между собой, вдруг оказались в одинаковой беде. Сначала исчезли торговые караваны. Затем замолчали рынки. Дома знати, которые когда-то сияли золотом и нефритом, покрылись пылью. Люди уходили. Они бросали все,
поля, дома, алтари предков. Джунгли поглощали храмы, а жрецы, которые еще недавно взывали к богам, теперь сами бежали в страхе. Что же случилось? Почему цивилизация, строившая невероятные города и постигшая тайны звезд, вдруг потеряла свою силу? Одни считают, что настала великая засуха. Дожди, которые веками питали эти земли, вдруг прекратились, а водохранилища пересохли. Без воды невозможно было ни выращивать кукурузу, ни содержать тысячи людей. Другие говорят, что города сами уничтожили себя, захваченные в вихре кровавых войн. Великие правители, стремясь удержать власть, сражались друг с другом, разрушая все, что сами же построили. Но какова бы ни была причина, одно ясно точно: южные земли, когда-то сияющие величием, опустели. Но это не означало, что история майя подошла к концу. Они не исчезли. Они просто переселились. Юкатан, обширный полуостров, покрытый скалистыми равнинами и сухими лесами, стал новым домом для тех, кто бежал из погибших городов. Здесь не было густых джунглей и глубоких рек, но зато были сеноты, естественные колодца, наполненные пресной водой, которая становилась источником жизни. И здесь поднялись новые города, новые могущественные центры, такие как Чичен-Ица, Ушмаль и Майапан. Когда путник приближался к Чичен-Ице, он видел перед собой необычный мир. Город был не таким, как южные центры майя. В нем чувствовалось что-то чужеродное, что-то новое. Великие храмы поднимались к небу, как и в Тикале, но их архитектура была иной. Каменные залы были шире, массивнее, а среди украшений появились символы, которых раньше не было в культуре майя. На главной площади возвышалась пирамида Кукулькана, ступенчатый храм, который каждую весну и осень превращался в загадочное зрелище. Когда солнце заходило под определенным углом, на ступенях пирамиды появлялась тень огромной змеи, словно Бог сам спускался на землю. Местные жители говорили, что из-за горизонта, с севера, однажды пришли воины, которых никто раньше не видел. Их кожа была смуглой, но их обряды отличались от местных. Они носили доспехи, украшенные змеями и перьями. Их оружие было иным, а боги говорили на другом языке. Это были тольтеки, народ, пришедший из земель, где позже вырастет легендарная империя ацтеков. Они принесли с собой новую философию, религию и новые методы войны. Ну и, наконец, они привезли с собой своего бога, Кукулькана, пернатого змея. Кукулькан был богом цивилизации, порядка и знаний, но вместе с тем он был и божеством войны и власти. Он требовал не только подчинения, но и крови. На площадках Чичен-Ицы, где раньше играли в священный мяч, теперь головы пленников катились по камням, когда жрецы приносили их в жертву. Людей сбрасывали в сеноты, веря, что их души отправятся в подземное царство богов. На ритуальных алтарях из тел воинов извлекали сердца, поднимая их к небу как подношение. Юкатан не был единым государством, он был собранием городов, каждый из которых боролся за господство. Чичен-Ица падала, но Ушмаль поднимался. Ушмаль исчезал, но Майапан возвышался. Но ни один из этих городов не мог удержать власть над всей землей надолго. Майя, которые веками строили свои миры, теперь разрывали их на части собственными руками. Их города разоряли соседи, их власть расшатывали заговоры, их жрецы молились богам, но не получали ответа. А за горизонтом медленно приближалась новая угроза. Из-за океана, из стран, о которых никто еще не слышал, плыли корабли, на борту которых находились люди в сверкающих доспехах, несущие огненное оружие и смертельные болезни.
Испанцы и их появление должно было изменить мир майя раз и навсегда. Сквозь влажный воздух Юкатана, над зелеными джунглями и древними храмами, донесся первый тревожный звук. Тяжелые паруса вздулись под ветром, и корабли, не похожие на все, что видели мореходы майя, бросили якоря у берегов. В тот день, когда испанцы впервые ступили на землю майя, началась последняя глава их истории. В 1511 году испанский корабль, направлявшийся с Панамы на Эспаньолу, попал в шторм. Ветер, свистящий словно голос древнего бога, разрывал паруса, волны били по деревянному корпусу, пока, наконец, судно не раскололось о рифы. 30 человек, цепляясь за доски, пытались добраться до берега. Они не знали, где находятся и кто их ждет. Когда первые испанцы выбрались на сушу, их тут же окружили вооруженные воины. Обсидиановые мечи Макауитли, натянутые луки и копья с костяными наконечниками – все это было направлено на чужаков. Майя не ждали гостей и, конечно, не доверяли им. Выживших испанцев повели в плен. Одних сразу убили, других вскоре принесли в жертву богам. Их сердца вырывали на вершинах пирамид, кровь стекала по камням, а их черепа украсили ритуальные алтари. Но двое выжили. Одного из уцелевших звали Гонсало Геррера. Он был не только моряком, но и воином, знающим, что значит сражаться и что значит выживать. Он быстро понял, если хочет остаться в живых, он должен стать своим среди этих людей. Он выучил их язык, научился их обычаям, заслужил уважение и стал одним из майя. Гонсало Геррера стал воином, женился на дочери местного вождя, у него родились дети. Когда спустя несколько лет испанцы вновь появились на берегах Юкатана, он остался на стороне майя. Он вышел против них с обсидиановым мечом в руках, с татуировками майя на лице, с раскрашенным воинскими узорами телом. Он умер как майя, защищая свою новую родину. Другой же выживший, Херонимо де Агиляр, выбрал другой путь. Он остался рабом, но сохранил свою веру и культуру. И когда годы спустя сюда пришел Эрнан Кортес, Агиляр присоединился к нему, став переводчиком и посредником между испанцами и народами Юкатана. Этот разлом, этот выбор между майя и Испанией стал предвестником того, что вскоре должно было произойти со всей цивилизацией. В 1517 году испанский капитан Франциско Эрнандес де Кордоба ведет флот к берегам Юкатана. На этот раз их приход – это не случайность, а целенаправленная экспедиция. Они ищут золото, новые земли и народы, которые можно завоевать. Испанцы высаживаются. Их встречают правители майя, жрецы, воины и народ. Они несут чужакам дары, хлопковые ткани, какао и нефритовые украшения. Они не понимают, что ждет их впереди. Испанцы осматривают сокровища, щупают ткани, пробуют какао, но в их глазах нет восторга. Они ищут золото, а золота у майя нет. Вскоре мирная встреча превращается в бойню. Испанцы нападают первыми. Их мечи из стали разрубают щиты и панцири майя. Их мушкеты извергают огонь, пугая людей, которые никогда не видели такого оружия. Их кони, покрытые латами, скачут вперед, сметая воинов и разрывая ряды. Но майя не бегут. Они сражаются. Они устраивают засады в джунглях, подкрадываются ночью, поджигают лагеря испанцев. Они не знают страха, ведь если они умрут в бою, то попадут к богам. Но силы не равны. Испанцы покидают Юкатан, но обещают вернуться. И они вернутся с еще большим войском,
с еще большим огнем и жестокостью. Но у испанцев было оружие, которого не знали даже самые могущественные правители майя. Испанцы привезли болезни, такие как оспа, корь и тиф, о которых люди Нового Света не слышали. Эти болезни не убивали испанцев так быстро, потому что европейцы веками вырабатывали к ним иммунитет. Но среди майя не было защиты. Люди умирали сотнями, потом тысячами, потом целыми городами. Жрецы взывали к богам, но не получали ответа. Они пытались приносить больше жертв, вырывать больше сердец, но боги молчали. Города превращались в кладбища. Испанцы могли бы не сражаться вовсе, болезнь уже делала за них всю работу. Когда испанцы уже затоптали сапогами земли ацтеков и инков, а новые колонии расцвели на костях древних цивилизаций, майя все еще держались. Их история не оборвалась в одночасье и не рухнула с единственным городом. Они боролись до последнего, их последние города оставались свободными, словно островки света среди мрака завоевания. Испанцы называли их упрямыми и жестокими варварами. Но на самом деле майя просто не собирались сдаваться. Они не знали единого царя, как ацтеки. У них не было столицы, падение которой означало бы конец всему. Их цивилизация была соткана из множества городов-государств, и каждый боролся за себя, за свою землю и богов. Завоевание Юкатана длилось более 1,5 столетий. Один за другим испанцы сокрушали города, разрушали храмы, убивали жрецов, но всегда где-то в джунглях поднимался новый военный вождь. Где-то снова жрецы шептали молитвы Кукулькану, где-то возводились алтари для жертвоприношений, чтобы вернуть богов. Но в конечном итоге все города пали. Дольше всех испанскому натиску противостоял Теисаль, город, что стоял на острове посреди озера Питенеца. Его мощные стены отражались в водах, словно сам город парил между двумя мирами, миром древних богов и миром завоевателей. Теисаль оставался свободным, когда уже все другие земли майя пали. Здесь еще приносили жертвы старым богам и помнили, как звучат голоса духов, живущих в джунглях. Испанцы не могли просто взять его штурмом. Остров, окруженный водой, был естественной крепостью. Вождь Теисаля, Кан-Эк, понимал, что испанцы сильны, хитры, жестоки. Но он также знал, что если город падет, его народ ждет или рабство, или смерть. Вначале он пытался вести переговоры, надеясь, что сможет заключить мир с испанцами, сохранить свою власть и своих богов. Он надеялся, что можно договориться, найти компромисс и избежать уничтожения. Но он ошибался. В 1697 году испанцы во главе с Мартином Урсуа подошли к озеру Питенеца с пушками, солдатами и огнем, способным сжечь целые города. Они начали строить лодки, чтобы пересечь воды озера, и когда их флот был готов, они обрушились на последний город свободных майя. Теисаль пал в огне и крови. Испанцы разрушили его до основания. Они уничтожили храмы, сожгли все книги, убили тех, кто отказывался подчиниться. С падением Теисаля закончилась эпоха независимой цивилизации майя. Но испанцы не только уничтожали их города, но и разрушали саму память о майя. Майя, помимо прочего, были хранителями знаний. Их ученые знали числа, звезды и движения планет. Они вычисляли затмения, создавали сложнейшие календари, понимали концепцию нуля задолго до европейцев. Они писали книги, в которых хранили историю своих народов, свои мифы и науку. Но когда пришли испанцы, эти книги стали для них чем-то страшным. Испанский епископ Диего де Ланда объявил,
что книги майя – это дьявольские творения, что в них содержатся ложные знания, неугодные христианскому Богу. Он приказал собрать все кодексы, письмена и записи, какие только можно было найти, и сжечь. На центральной площади испанского поселения разожгли огромный костер. В огонь бросали свитки, книги, деревянные таблички с выгравированными символами. Пламя пожирало века знаний. Майя стояли и смотрели, как умирает их история. Они видели, как их мир исчезает в огне, как черные облака дыма уносят слова предков, молитвы, их науку и жизнь. Позже Диего де Ланда написал в своем отчете: «Мы нашли множество книг, но так как в них не было ничего, кроме суеверий и дьявольских измышлений, мы их сожгли». И это огорчило индейцев до глубины души. Но они были не просто огорчены. Они были убиты внутри. Из тысяч книг, которые существовали в цивилизации майя, до нас дошли только 4. Но даже среди пепла память не исчезла полностью. Потомки жрецов не могли писать свои книги на родном языке, и они начали записывать их на испанском, латинскими буквами, но на своем родном наречии. Так появились Популь Вух, книга мифов и преданий, истории о сотворении мира, древних богах и героях. И книги Челам-Балам, предсказания, пророчества, фрагменты истории, записанные тайно, в страхе перед испанцами. Они не могли заменить сожженные книги, но они сохранили голос древнего народа. Когда испанцы сожгли города, сокрушили храмы и объявили, что их боги победили, майя не перестали верить. Они знали, что настоящие боги не умирают и не исчезают. Они по-прежнему были в свете солнца, в шуме дождя и дыхании ветра. Майя понимали, что их жизнь была связана с божествами. Каждый день, каждый урожай, победа и поражение были результатом их воли. Если дожди опаздывали, значит Чак разгневан. Если год был богатым, значит Кукулькан доволен. Если кто-то умирал, его ждала дорога в Шибальбу, подземное царство богов смерти. В их вере не было добра и зла в привычном смысле. Боги могли быть милосердны, но могли и карать. Они требовали подчинения, соблюдения традиций и жертвоприношений. Без этого мир мог исчезнуть, как исчезали великие города, покинутые людьми и поглощенные джунглями. Среди всех богов Кукулькан был одним из величайших и самых почитаемых. Его образ объединял силу змеи и легкость птицы, сочетая два мира – земной и небесный. В легендах говорится, что Кукулькан пришел с востока и научил людей письму, наукам и ремеслу. Он дал им законы, научил строить города, создал ритуалы, которые должны были удерживать порядок в мире. Его изображали как огромного змея, покрытого перьями. Иногда он появлялся в облике человека, но с головой змеи или украшенного перьями. В искусстве он всегда выглядел могущественным и спокойным, источающим знания и власть. Кукулькан был символом цивилизации, порядка и мудрости. Именно благодаря ему майя считали себя избранным народом, способным понимать законы времени и пространства. Но однажды он ушел. Легенды рассказывают, что он покинул земли майя, уплыв за горизонт и пообещав однажды вернуться. Когда испанцы высадились на берегах Юкатана, некоторые майя вспомнили этот миф. Не был ли Эрнан Кортес возвращением Кукулькана? Не пришел ли он забрать то, что когда-то оставил? Но Кортес не принес им свет знаний, он принес лишь разрушение. Без дождя в этих землях не было бы жизни. Поля и реки пересыхали, а люди страдали от голода.
Поэтому Чак был одним из самых важных богов майя. Его представляли как могущественного духа воды, способного вызывать грозы, наполнять колодцы, даровать урожай или, наоборот, наслать засуху. Чак мог быть добрым, когда люди чтили его, и жестоким, когда его забывали. Чтобы добиться его расположения, майя устраивали церемонии, бросали в сеноты подношения, а иногда и людей. Жрецы рассказывали, что Чак живет на небесах, откуда управляет потоками воды. Иногда его изображали со змеей, свернувшейся у него в руке, изо рта которой извергались молнии. Если долго не шли дожди, люди знали, что он разгневан. Тогда приносили в жертву детей, юных девушек или воинов, бросая их в глубокие сеноты, наполненные холодной водой. Они верили, что их души смогут умолить Чака пролить дождь. Когда вдалеке раздавался первый раскат грома, когда на высохшую землю падала первая капля, люди понимали, он услышал их. Прежде чем появились солнце и луна, прежде чем первые люди вдохнули воздух и мир обрел форму, существовал Ицамна. Он был первым существом, силой, что породило все. Он не являлся Богом в привычном понимании, а был вечным началом, присутствовавшим еще до возникновения времени. Майя верили, что он соткал этот мир, переплетая небо и землю, создавая гармонию между стихиями. Но он не был жестоким или требовательным, как многие другие боги. Он не жаждал крови и не требовал постоянных жертвоприношений, а вместо этого даровал знания, оберегал мудрых, покровительствовал жрецам и правителям. Легенды рассказывают, что Ицамна сотворил мир, разделив небо и землю, подобно тому, как ремесленник разрезает ткань. Он поднял небесный свод, установив 13 уровней небес, где жили боги и духи. Затем он сотворил землю, дав ей 9 уровней, ведущих в подземный мир, Шибальбу. Между ними он оставил пространство, предназначенное для людей, зверей и растений. Но земля вначале была голой, пустой и неподвижной. Тогда Ицамна создал солнце, чтобы оно оживило этот мир, и луну, чтобы она осветила ночи. После этого он сотворил первых людей. В отличие от богов, они были слабы и смертны. Он дал им огонь, чтобы они могли согреваться, дал кукурузу, чтобы они могли жить, и дал язык, чтобы они могли говорить. Но затем он отошел в тень. Его миссия была завершена, мир существовал, время началось. Жрецы считали, что он не исчез окончательно, а наблюдает за людьми с небес. Он не вмешивается в их дела так, как это делают другие боги. Но если равновесие нарушится, он снова явится, чтобы его восстановить. В отличие от Чака, требующего крови за дождь, или Кукулькана, карающего тех, кто забывает его законы, Ицамна не нуждался в жертвах. Он был богом мудрости. Ему возносили курения, благовония, цветы и молитвы, а также различные изделия. Если Ицамна создавал, то Ахпух встречал все живое в момент, когда жизнь угасала. Он не появлялся среди людей, пока они были полны сил, но ждал их в тени, зная, что рано или поздно каждый окажется перед ним. Ахпух выглядел так, как и положено владыке царства мертвых. Его лицо – это череп с ухмылкой, пустые глазницы, холодные руки, что забирают тепло жизни. Его шею украшали ожерелья из глазниц, а его мантия была соткана из теней. Он не приходил к людям неожиданно. Совы, мыши и грифы несли весть о его приближении. Если ночью где-то раздавался гортанный крик совы, значит, смерть уже вышла за человеком. Но люди не просто ждали его появления. Они пытались его умилостивить,
замедлить его шаги. Ах-Пух не был богом, которому можно было молиться, надеясь на милость. Но его можно было насытить, чтобы он не забирал слишком много жизни. Чтобы удержать баланс, жрецы приносили в жертву воинов, пленников, а иногда даже представителей знати. Они верили, что если не отдать ему несколько жизней, он сам возьмет больше, чем нужно. Но не всегда его кормили чужой кровью. Иногда жрецы сами наносили себе порезы, давая богу смерти лишь несколько капель своей крови, чтобы отвести его гнев. Они знали, что не смогут его остановить, но пытались сделать так, чтобы он приходил за ними как можно позже. И Цамна дает жизнь, создает и наполняет мир дыханием. Ах-Пух забирает ее, но проверяет, достойна ли душа родиться снова. Люди майя знали, что этот круг не прерывается, что все в мире существует благодаря чередованию созидания и разрушения. Они поклонялись Творцу, но уважали смерть. Они воспевали жизнь, но не боялись ее конца. Они не считали, что смерть – это исчезновение, а понимали, что это лишь новый путь, через который должен пройти каждый. Когда человек умирал, его тело оставалось на земле, но душа начинала свой долгий путь вниз, в глубины, скрытые от солнечного света. Майя знали, что смерть – это не конец, а начало нового испытания. Шибальба ждала каждого. Это был подземный мир, холодный и мрачный, полный ловушек и страданий. Попав туда, душа не находила покоя. Она должна была пройти через множество испытаний, чтобы доказать, что достойна либо вечного покоя, либо возрождения. Но не все души доходили до конца этого пути. Многие терялись, попадали в ловушки и оставались в царстве мертвых навсегда. Майя не верили в ад в том смысле, каким его представляли другие народы. Шибальба была миром, где слабость наказывалась, а сила души вознаграждалась. Это была огромная подземная страна, полная мрачных залов, рек, наполненных кровью, и лабиринтов, в которых души блуждали в вечности. Вход в нее находился глубоко в недрах земли, за спрятанными пещерами, в бездонных сенотах, куда люди сбрасывали жертвы богам. В Шибальбе не светило солнце, не было деревьев и птиц. Только холодные каменные залы, реки, наполненные жалобами мертвых, и мосты, которые могли рухнуть в любой момент. Здесь правил бог смерти Ах-Пух и его свита. Они не просто ждали мертвых, они проверяли их, мучили, испытывали и заставляли доказывать свою силу. Как только душа покидала тело, она не сразу попадала в Шибальбу. Ее ждало испытание, суд, на котором решалась ее судьба. Майя верили, что боги смерти сначала смотрят на жизнь человека, на его поступки, на то, какие жертвы он приносил богам, был ли он храбрым в бою, почитал ли он предков, исполнял ли законы. Но этот суд был не просто оценкой его поступков. Душа должна была пройти через 9 уровней подземного мира, где каждое испытание могло сломить ее или дать ей возможность двигаться дальше. Дорога через подземный мир была невероятно трудна. Боги Шибальбы не отпускали никого просто так. Майя рассказывали, что путник, спустившийся в мир мертвых, сталкивался со множеством смертельно опасных испытаний. Одним из первых препятствий была река крови, через которую нужно было пройти, не утонув. Если душа была слишком слабой, она оставалась в этом месте навечно. Дальше ее ждали залы испытаний. В зале льда путника охватывал смертельный холод, от которого можно было спастись только силой духа. В зале огня бушевало пламя, которое обжигало каждого, кто пытался пройти через него.
В зале ягуаров душа встречалась с кровожадными хищниками, что бросались на нее из тьмы. В зале летучих мышей вокруг жертвы кружили тысячи существ, способных разорвать ее в клочья. Каждое испытание проверяло силу воли, стойкость и способность не поддаться страху. Те, кто проходил все испытания, доказывали свою силу. Они могли покинуть Шибальбу и либо возродиться в новом теле, либо отправиться в небесные миры, где обитали великие духи. Тех, кто не выдерживал, забирали боги смерти. Их души оставались в мрачных глубинах подземного мира, где они блуждали в вечности, не находя выхода. Но майя верили, что даже самые слабые духи не исчезали навсегда. Они становились тенями, что скользят в джунглях ночью, голосами, что шепчутся в ветре, знаками, что можно увидеть в отражении воды. Но можно ли было избежать Шибальбы? Да, но не всем это удавалось. Самая почетная смерть для майя – погибнуть в бою, умереть при родах или быть принесенным в жертву богам. Такие души не шли в Шибальбу. Их подхватывали боги солнца, чтобы они могли жить среди звезд, среди предков, тех, кто заслужил вечный покой. Но обычный человек не мог избежать своего пути. Ему оставалось только пройти все испытания и доказать, что он достоин выбраться из царства мертвых. Для майя смерть была дорогой. Они не страшились ее, но готовились к ней, зная, что после смерти начинается самое сложное испытание. Шибальба ждала всех, но не все могли выбраться из нее. Мир майя держался на хрупком балансе между силами жизни и смерти, между светом солнца и тенями подземного мира. Они верили, что Вселенная уже разрушалась несколько раз, и если не поддерживать богов, она может исчезнуть снова. Чтобы этого не произошло, люди должны были отдавать богам самое ценное – кровь, жизнь и силу. Это был обмен, установленный с древних времен. Боги дали жизнь человеку, а человек должен был периодически отдавать часть себя, чтобы Вселенная продолжала существовать. По мнению майя, эти жертвы не были бессмысленной жестокостью. Каждый ритуал и каждая капля крови имели свою цель и смысл. И порой, чтобы боги приняли дар, не обязательно было умирать в бою или на жертвеннике. Иногда достаточно было просто победить в игре. Майя верили, что кровь – это энергия и питательная сила, которая необходима богам. Они считали, что в начале времен сами боги пролили свою кровь, чтобы создать мир, а значит, люди должны отвечать им тем же, чтобы он продолжал существовать. Но не всякая кровь была одинаково ценна. Чем важнее был человек, тем больше силы заключалось в его жертве. Лучше всего подходили цари, жрецы и знатные воины. Их кровь была чистой, наполненной силой и благословением. Пленные воины были жертвами богов войны. Их смерть означала победу одного города над другим. Дети и юные девушки приносились в дар Чаку, богу дождя. Считалось, что их жертва особенно сильна и может вызвать долгожданный ливень. Но не всегда боги требовали смерти. Иногда жрецы сами отдавали часть своей силы, прокалывая язык, уши или другие конечности, и проливали кровь, которую затем сжигали, отправляя в дар к богам. Каждое жертвоприношение было сложным ритуалом, пронизанным символикой. Давайте рассмотрим некоторые из них. Одним из самых известных жертвоприношений было извлечение сердца. Этот ритуал проводили на вершинах пирамид, чтобы боги могли видеть жертву. Человека клали на жертвенный камень, специальную плиту с изгибом, который приподнимал грудную клетку, облегчая доступ к сердцу.
Жрец, вооруженный ножом из обсидиана, быстрым движением вскрывал грудь и доставал еще пульсирующее сердце, поднимая его к небу. Кровь стекала по ступеням пирамиды вниз, а тело либо сбрасывали, либо использовали для ритуального поедания, если жертва была плененным воином. Обезглавливание использовалось для даров богам войны и подземного мира. Жертве связывали руки, клали ее на специальную платформу, а затем жрец одним ударом отрубал голову обсидиановым топором. Голова часто выставлялась на помосте, а кровь стекала в специальные каналы, ведущие к алтарю. Также нередко применялось утопление в сенотах. Считалось, что сеноты – это врата в подземный мир, и если бросить жертву в их глубины, она станет посланником между богами и людьми. Жертвами были молодые люди, украшенные нефритом и золотом. Их сбрасывали в воду, а затем ждали. Если жертва тонула сразу, боги приняли ее. Если оставалась на поверхности, ее вытаскивали, так как считалось, что она неугодна богам. Но иногда богам не нужна была кровь. Им нужна была победа. Одна из самых загадочных традиций майя – игра в мяч или пок-топок. Это было не просто развлечение, а целый ритуал, в котором решалась судьба. Игроки не могли касаться мяча руками и ногами. Они использовали плечи, грудь, локти и бедра. Задача была забить тяжелый резиновый мяч в каменное кольцо, установленное высоко на стене корта. Но сделать это было невероятно сложно. Мяч весил несколько килограммов, а кольцо находилось почти на высоте 3 метров. Игры могли длиться часами, а иногда даже днями, пока одна из команд не забивала победный гол. Это была символическая борьба между силами света и тьмы, между днем и ночью, солнцем и луной. Некоторые игры были просто развлечением. Но если игра имела ритуальное значение, она могла закончиться жертвоприношением. Существует спор, кого именно приносили в жертву – проигравших или победителей. Некоторые историки считают, что жертва лучшего игрока была величайшей честью, потому что он становился посланником между людьми и богами. Другие считают, что жертвой становились проигравшие, потому что они олицетворяли силы тьмы, которые должны быть уничтожены. Как бы там ни было, игра в мяч была не просто состязанием, это был ритуал, от которого могла зависеть судьба целого города. А вот когда своей смертью умирал великий правитель, его похороны проходили по-особому. Его отправляли в путешествие в мир богов. Тело обмывали благовониями, одевали в лучшие одежды, украшали нефритом, который символизировал вечную жизнь. Захоронение тоже было совсем необычным. Гробницы прятали глубоко в пирамидах, создавая подземные ходы и залы, заполненные дарами. Рядом с правителем клали нефритовые маски, чтобы он мог сохранить свое лицо после смерти, глиняные сосуды с пищей, чтобы он не испытывал голода в загробном мире, жертвенных слуг и наложниц, людей, которых убивали, чтобы они сопровождали его в вечности. Считалось, что правитель становился посредником между миром людей и богами, следил за своим народом, помогал живым с небес. Теперь давайте узнаем, как же майя видели происхождение мира. И для этого мы обратимся к одной из 4 сохранившихся книг – Попель Vuh. Когда-то, в далекие времена, когда мир еще не имел формы, а небеса и земля были единым темным океаном, боги решили, что пора придать хаосу порядок. Они раздвинули воду, создали горы, реки и деревья, наполнили небо солнцем и луной. Но этого было мало. В их мире не хватало тех, кто мог бы помнить их имена, прославлять их, благодарить за созданный порядок.
Так родилась первая попытка сотворить человека. Сначала они слепили людей из глины, но те оказались слабыми, ломкими, не могли говорить и держать в руках оружие. Тогда боги их уничтожили и попробовали снова. Следующими были люди из дерева. Они были крепкими, могли ходить и работать, но внутри оставались пустыми, не знали ни страха, ни благодарности. Они не чтили богов, не приносили им жертвы, не молились у алтарей. Тогда создатели разгневались и послали на них бедствие. Разозленные звери разорвали их на куски, собственные собаки съели их, а дома рухнули на головы. И только с третьей попытки мир обрел своих истинных хозяев. Боги создали первых людей из маиса. Их кости были крепкими, как его стебли, их кровь текла, как его сок. Они были сильными, разумными, помнили своих создателей, приносили им жертвы и хранили законы мира. Так началась история человечества. Но не все было спокойно. Даже в этом мире тени продолжали бороться со светом. И одним из величайших сражений стала битва, что произошла в подземном мире, в Шибальбе. Среди всех историй Майя, самая древняя и самая легендарная, это сказание о героях-близнецах Хунахпу и Шбаланке. Где-то на земле жили два брата, Хун-Хунахпу и Вукуп-Хунахпу, великие игроки в мяч. Они любили свою игру, и каждый день удары их мечей сотрясали воздух, наполняя землю ритмичным стуком. Но их веселье достигло глубин Шибальбы, где обитали мрачные владыки смерти. Боги подземного мира не любили, когда их тревожили, и, желая наказать дерзких смертных, вызвали их к себе. Братья не могли отказаться. Они спустились вниз, в мир теней, но не прошли испытания. Их обманули, подвергли пыткам, а затем убили, навеки оставив в царстве мертвых. Но история не закончилась. Душа Хун-Хунахпу не исчезла бесследно. Через некоторое время в тени великого дерева его семя дало росток, и от него родились близнецы Хунахпу и Шбаланке. С самого детства они были необычными, ловкими, умными, хитрыми и сильными. Когда они выросли, судьба привела их к игре в мяч, и удары их мечей снова потревожили подземный мир. Владыки Шибальбы вновь разгневались. Они вызвали братьев в свой мир, надеясь, что им удастся обмануть их так же, как когда-то их отца. Но на этот раз все было иначе. Близнецы знали, с кем имеют дело. Они не поклонились ложным правителям, не поверили хитрым слугам и не попались в ловушки. Их отправили на смертельные испытания: зал холода, где замерзают даже души, зал огня, где пламя не дает дышать, зал тигров, где жаждущие крови звери ждут своей жертвы. Но они выжили, прошли через все испытания, не дрогнув ни перед чем. Тогда владыки смерти решили сыграть с ними в их же игру, в мяч. Это не было просто развлечением, это был смертельный поединок. Они сражались в темноте, где мечом была сама ночь, а противниками — силы тьмы. Они выигрывали, но боги подземного мира не могли позволить им уйти. Их заманили в ловушку, убили и разделили их тела, разбросав их кости по реке. Но герои-близнецы обманули саму смерть. Они превратились в рыб, затем в стариков, умеющих творить чудеса. Они пришли обратно в Шибальбу и начали показывать свою магию, воскрешая мертвых. Владыки смерти, пораженные, захотели увидеть это на себе. Они приказали убить их, а затем оживить. Но это было частью хитроумного плана. Когда их убили, никто не вернул их к жизни. Так боги смерти были повержены.
Победив тьму, близнецы не вернулись на землю. Они поднялись на небо, и боги превратили их в солнце и луну. Теперь каждый день, когда солнце восходит над горизонтом, оно напоминает людям о великой победе. Они победили саму смерть, и пока свет их горит в небесах, люди помнят их историю. Все это записано в древнем тексте, который майя называли Попель Vuh. Этот текст пережил огонь, время и разрушение. Его пытались уничтожить, сжечь вместе с храмами, стереть с лица земли, но слова остались, переходя из уст в уста, пока наконец не были записаны снова. Это не просто книга, это голос предков, это история, что не умрет, пока солнце и луна продолжают свой вечный бег по небесам. Среди множества загадок, связанных с цивилизацией майя, одна особенно волнует умы людей вот уже более 100 лет. Это легенда о 13 хрустальных черепах, которые, по преданиям, хранят в себе древние знания, способные изменить судьбу человечества. Говорят, что если собрать их все в одном месте, они раскроют тайны мироздания, предупредят о грядущих катастрофах или даже дадут ключ к бессмертию. Но откуда возникла эта история? Легенда о хрустальных черепах не записана ни в одном тексте майя. Она передавалась устно, как часть древних мифов, в которых говорилось, что когда-то, еще до появления людей, на Земле существовала могущественная цивилизация, обладавшая знаниями богов. Эта цивилизация исчезла, но оставила после себя 13 артефактов, в которых заключены все их тайны. Эти черепа были сделаны из цельного куска кварца и обладали мистическими свойствами. Они могли говорить, передавать видения, исцелять болезни. Но чтобы активировать их силу, нужно собрать их вместе в определенное время. Говорят, что это должно случиться, когда человечество будет на грани самоуничтожения. Однако долгое время эта история оставалась лишь мифом. Все изменилось в начале 20 века, когда в джунглях Белиза был найден первый из этих загадочных артефактов. В начале 20-х годов прошлого века британский путешественник Фредерик Митчелл Хеджес отправился в джунгли Центральной Америки. Его целью было изучение руин древнего города майя, известного как Любантун. В один из дней его дочь Анна исследовала заброшенные храмы и случайно наткнулась на странный объект, сверкающий в лучах солнца. Это был череп, вырезанный из цельного куска горного хрусталя. Его поверхность была идеально отполирована, а нижняя челюсть могла двигаться, словно у живого человека. Когда череп подняли на свет, он преломлял лучи таким образом, что внутри него загорались всполохи, словно горящий огонь. Анна уверяла, что через некоторое время после находки у нее стали появляться странные видения. Она видела сцены из прошлого, слышала голоса, чувствовала, как череп передает ей неведомые знания. Новость о находке быстро распространилась. Загадочный артефакт привлек внимание исследователей, мистиков и ученых. Многие верили, что это настоящее наследие древних богов. Но вскоре выяснилось, что он не единственный. После находки в Любантун стали появляться и другие черепа, каждый со своей историей. В Британском музее хранится еще один кварцевый череп, приобретенный в XIX веке у коллекционеров. Он также вырезан с невероятной точностью и считался реликвией, принадлежавшей жрецам майя. Другой череп оказался в Париже, в Музее человека. Он был меньше остальных, но его обработка поражала мастерством, и некоторые верили, что он принадлежал гораздо более древней цивилизации. По мере того, как росло количество черепов, начала формироваться легенда о 13 артефактах, разбросанных по разным уголкам мира.
Если собрать их вместе, они откроют тайны Вселенной. Некоторые говорили, что это подарок богов, другие, что их оставили инопланетяне, а третьи верили, что черепа способны исцелять болезни и передавать древнюю мудрость. Интересный факт, что в начале 20 века ими заинтересовалась Анненербе, организация, созданная в Германии, которая занималась поиском древних знаний, оккультных артефактов и исследованиями древних цивилизаций. Считалось, что майя, как и другие великие культуры, могли обладать тайными знаниями, утерянными со временем. Есть версии, что исследователи Анненербе пытались найти хрустальные черепа, надеясь, что они содержат древние зашифрованные знания или обладают магическими свойствами. Некоторые рассказы утверждают, что часть черепов действительно попала в их руки, но официальных подтверждений этому нет. Но далеко не все были уверены в их подлинности. В конце 20 века, когда технологии стали позволять изучать артефакты на микроскопическом уровне, ученые решили проверить хрустальные черепа. Они выяснили, что на их поверхности нет следов древних инструментов. Если бы черепа действительно были созданы майя, на них должны были остаться царапины от обсидиановых ножей или каменных резцов. Однако вместо этого они обнаружили следы механической обработки, характерные для металлических инструментов. Британский музей провел исследование и пришел к выводу, что их череп был создан во Франции в XIX веке, в то время, когда коллекционеры активно скупали антиквариат. Позже ученые заявили, что большинство известных хрустальных черепов – подделки, сделанные в Европе. Несмотря на выводы ученых, легенда о хрустальных черепах не исчезла. Некоторые утверждают, что подделки были созданы по образу настоящих древних черепов, которые где-то скрыты. Другие считают, что некоторые черепа могли действительно принадлежать майя, но их подлинники либо исчезли, либо до сих пор хранятся в частных коллекциях. Анна Митчелл до конца своей жизни настаивала, что ее череп настоящий и что он обладает необычными свойствами. Майя оставили миру множество загадок, но среди всех их легенд одна из самых величественных и таинственных – это история о Кукулькане, великом пернатом змее, который принес людям знания, законы и порядок. Согласно мифам, Кукулькан пришел к майя извне. Он не был похож на других богов. В описаниях его часто изображают как гигантского змея, покрытого перьями. Его тело извивается в небесах, он летает как птица и при этом мудр, как змей, что знает тайны земли. Кукулькан не только принес законы и знания, но и научил людей строить города, планировать поля и понимать циклы звезд. Говорят, что именно он дал людям знания о великом календаре, который мог предсказывать смену времен, солнечные затмения, движение планет. Но его роль не ограничивалась лишь мирными наставлениями. Когда мир погружался в хаос, когда войны угрожали разрушить города, он возвращался, чтобы восстановить порядок. Легенды говорят, что Кукулькан не умер, он ушел за море, пообещав однажды вернуться. Некоторые версии утверждают, что он отправился на восток по направлению к восходящему солнцу. Другие говорят, что он поднялся в небо, став одной из звезд. Но самое интересное – это то, что похожие легенды существовали не только у майя. Если посмотреть на мифы других цивилизаций Мезоамерики, можно заметить, что у ацтеков был бог с очень похожими чертами – Кецалькоатль. Как и Кукулькан, он был пернатым змеем, мудрым и справедливым учителем. Ацтеки говорили, что Кецалькоатль тоже однажды ушел, но обещал вернуться. Одной из самых спорных гипотез является идея,
что Кукулькан был белокожим человеком с бородой, который прибыл извне. Этот миф особенно распространился после испанского завоевания, когда европейские хронисты начали интерпретировать истории о Кукулькане в свою пользу. Согласно этой версии, майя и ацтеки ждали возвращения Кукулькана, что якобы позволило Кортесу без боя войти в город. Однако современные историки считают, что эта идея появилась уже после испанского вторжения и была удобна для испанцев, так как оправдывала их власть в глазах местных жителей. Нет ни одного археологического или антропологического подтверждения, что майя или ацтеки имели контакт с какими-либо белокожими народами до прихода испанцев. В начале XX века немецкая организация Анненербе занималась поисками следов древних высокоразвитых цивилизаций, которые могли передать свои знания народам Америки. Существует версия, что исследователи Анненербе изучали мифы о Кукулькане и Кецалькоатле, надеясь найти доказательства существования древней расы мудрецов или утраченной цивилизации. Однако нет никаких официальных подтверждений, что Анненербе действительно нашло какие-либо артефакты, доказывающие контакт майя с другими культурами. Сегодня большинство ученых относят эти теории к области псевдонауки. И раз уж мы говорим о загадках майя, то нельзя не упомянуть предсказание, которое стало настоящей сенсацией в современном мире. В течение нескольких лет перед 21 декабря 2012 года люди по всему миру ожидали конец света. Одни готовились к природным катастрофам, другие строили убежища, кто-то верил, что нас ждет божественное вознесение, а кто-то ждал столкновения с загадочной планетой Нибиру. Все говорили одно – майя предсказали конец времен. Но когда наступило утро 22 декабря, солнце спокойно взошло над горизонтом, мир остался на месте и миф рухнул. Но откуда вообще появилась эта идея? Действительно ли майя верили, что их календарь однажды приведет к гибели человечества? Или это была всего лишь современная интерпретация, искаженная временем и фантазией людей? Чтобы понять это, нужно разобраться, как древняя цивилизация воспринимала время. Для нас привычно думать о времени как о прямой линии. Прошлое остается позади, настоящее движется вперед, а будущее – это неизвестность, которая однажды станет реальностью. Но майя мыслили иначе. В их представлении время двигалось по кругу. Как день сменяется ночью, а зима весной, так и эпохи сменяли друг друга, повторяясь снова и снова. Для них не существовало конечной точки, любой цикл означал лишь новый виток истории. Одним из самых сложных и точных инструментов, которые создали майя, был календарь длинного счета. Он позволял не просто отслеживать дни и годы, а определять огромные временные циклы, охватывающие тысячелетия. Основу этой системы составляли бактуны, временные промежутки длиной около 394 лет. Майя верили, что 13 бактунов составляют один великий цикл, равный 5125 годам. И вот этот великий цикл завершался 21 декабря 2012 года. Но если взглянуть на древние надписи, нигде не говорится, что после этого дня наступит конец света. Это был просто конец одного временного цикла и начало нового. Все началось с одной единственной надписи, обнаруженной в руинах древнего города Тартугера. Этот каменный памятник, созданный более 1300 лет назад, содержал упоминание о завершении 13-го бактуна. В тексте говорилось, что в этот момент спустится бог Балон Йокте, таинственное божество,
связанное с изменениями, хаосом и перерождениями. Но дальше в надписи текст поврежден. Утерянные символы оставили пространство для догадок, и здесь начались спекуляции. Некоторые археологи предположили, что речь могла идти о значительных изменениях в мире майя, возможно, о политических перестановках или природных катастрофах, которые они наблюдали в своей истории. Но в 20 веке этот текст начали перевирать и романтизировать. В книгах и статьях появились теории, что майя знали что-то, чего не знаем мы. Кто-то утверждал, что они предсказывали гигантские солнечные бури, кто-то говорил о приближении астероида, а некоторые даже связывали дату с внеземными цивилизациями. Голливуд подхватил эту идею, и в 2000-х годах фильмы и передачи создали образ древнего пророчества, которое якобы предсказывало катастрофу для всего человечества. Чем ближе приближалась зима 2012 года, тем сильнее росла паника. Люди готовились к концу света, кто-то продавал имущество, а секты обещали спасение тем, кто будет готов встретить этот день правильно. История знает немало примеров, когда человечество ожидало скорой гибели. В 1000 году многие в Европе были уверены, что мир вот-вот закончится, и люди готовились встретить судный день. В 20 веке страхи перед ядерной войной, глобальным потеплением и экологическими катастрофами породили множество мрачных сценариев будущего. Люди любят пророчества о конце света, потому что они дают ощущение значимости происходящего. Майя оставили после себя то, что до сих пор поражает мир. Они первыми ввели понятие нуля, не просто как цифры, а как философии пустоты. Создали календари, которые учитывали не только движение Солнца, но и Венеры, Луны, затмений и эпох. Построили города из камня без колеса и металла прямо в сердце леса. Создали письменность, где каждый знак – это образ, звук и магия одновременно. Разработали продвинутую математику, медицинские практики и сложнейшую астрономию. Они играли в ритуальные игры, где результат мог стоить жизни. Пили горький шоколад, как священный напиток. Обожествляли кукурузу и следили за тенями на ступенях пирамид. Они исчезли бесследно. Или просто ушли в другой цикл. Многое из их знаний утеряно. А многое все еще спит, высеченное в камне. Но майя оставили нам самое главное – чувство тайны. И это чувство живет, пока мы продолжаем задавать вопросы. Спасибо, что были с нами в этом путешествии во времени. Если вам было интересно, поддержите наш канал подпиской и теплым комментарием. Это помогает нам продолжать. А теперь укутайтесь в плед, закройте глаза, и пусть вам приснится огонь древнего костра и звезды над храмами. Спокойной ночи, мои дорогие друзья. До новых лекций!